первой строки данного гимна — это песня Богородицы, знаменитая «Magnificat anima mea Dominum», «Величит душа моя Господа». Обычно к этим 10 строкам добавляются еще 2, так называемая малая доксология «Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, et nunc in semper, et in saecula saeculorum», то есть «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков». Итого получается в каждом магнификате 12 строк, или, как их часто называют в аналитической литературе, версов. В литургической практике раннего Средневековья текст распевался на единую формулу, так называемого тона кантика. Кантик — это песня, в переводе с латинского языка. В данном случае тона магнификата, который немножко был похож на псалмовый тон, то есть тон, на который распевался вообще любой псалом, да, и который клался в основу любого мотета Ренессанса, собственно говоря. И для каждого лада, естественно, была своя формула. Поскольку текст магнификата прозаический, количество слогов от верса к версу постоянно менялось. И при процессе создания таких текстомузыкальных формул версы естественным образом делились на 2 сегмента некой цезуры смысловой, текстовой и музыкальной. Например, можно видеть в формуле первого тона, первая строка, да, первая фраза «Magnificat» отделена, ну, скажем так, в нашем представлении тактовой чертой, да, на самом деле такая традиционное название «Divisio Madorum». И вторая часть «Anima mea Dominum». Да, и любая строка любого тона, да, любого магнификата, она делилась таким образом на 2 сегмента. Большинство композиторов обрабатывали либо только нечетные, либо только четные строки полифоническим способом. Строки, которые не получали полифонической обработки, пелись на тон кантика, то есть в виде такого монофонического григорианского хорала. Часто даже при обработке нечетных строк, да, слово «магнификат», самое первое слово, пропускалось композитором-полифонистом и пелось на григорианскую формулу распева. И полифоническая композиция начиналась со слов «anima mea Dominum», то есть со второго сегмента. Бывали, однако, и исключения. Они, как правило, относились к особым торжественным случаям. Например, Монтеверди и Мортаро часто обрабатывали весь текст, включая начальное слово «магнификат». Но наиболее часто обрабатывали четные строки, то есть со 2 по 12, да? 2, 4, 6 и так далее. Это давало возможность не только эффектного чередования одноголосного хорала и пышной имитационной полифонии, но и очень эффектного и замысловатого окончания магнификата. Ведь если обрабатываются только нечетные строки, то, соответственно, вся композиция заканчивается четной строкой в виде григорианского хорала. Такая практика чередования хорала и полифонических обработок в русле одного магнификата называлась альтернативной или альтернативной. И ее корни лежат еще в старинном антифонном пении ранней христианской церкви. В XVI веке полифонический магнификат представлял собой особый жанр в плане техники письма, ну и, в общем-то, своего бытования, сочетавший как будто бы несочетаемое. То есть, во-первых, свою некую традиционность и каноничность, с другой стороны, все новейшие достижения техники композиции того времени. Наиболее распространенной техникой в это время, то есть и в первую половину, и в вторую половину XVI века, было письмо на кантус фирмус, хотя в целом в мессах и в мотетах, скажем, второй половины XVI века принцип кантус фирмус немножечко отстраняется на второй план. В магнификате он сохраняет свое господствующее положение. Да, в качестве кантус фирмус, естественно, представляла формула тона кантика, да, то есть тона магнификата. Очень часто он подавался в орнаментированном виде, то есть возникал такой принцип кантус фигуратус, да, или кантус флоритус, то есть цветущего, цветистого напева, расцвеченного с помощью введенных дополнительных тонов. И
Соответственно, если встречались версы, свободные от cantus firmus, да, то есть от строгого следования данному григорианскому хоралу, все равно использовались те или иные интонации тона кантика, да, и его отдельные фрагменты, сегменты, да, такие как иницио, то есть начальный тон восхождения, медиацию, то есть, скажем так, достижение, да, самой высокой ноты григорианского хорала и украшение ее вспомогательными тонами, и дифференция или каденция, собственно, окончание кантика тоже становились основами для малых тем имитации. Такой принцип полифонической обработки магнификата, то есть обработка в стиле cantus firmus с влиянием сквозного имитационного письма, сложилась в частности в творчестве Жаскена и его последователей. Начиная со второй трети XVI века в жанр магнификата проникает ведущая, да, для того времени техника композиция. Это сквозное имитационное письмо, уже без влияния как такового cantus firmus, да, с его выделениями крупными длительностями, собственно, тона григорианского хорала. Это можно увидеть в магнификатах Палестрины, Гамбера, многих других композиторов второй половины XVI века. Но так или иначе, тон магнификата всегда присутствовал в явном или в скрытом виде в любом сочинении подобного жанра. Следует упоминать, однако, что техники cantus firmus и сквозного имитационного письма, несмотря на то, что они были господствующими, да, и превалирующими, они были далеко не единственными возможностями вариантов техник композиции в XVI веке. Так, например, Орландо Лассо, да, знаменитый божественный Орландо, ввел в практику магнификат в технике пародии. То есть, напомню, да, или скажу для тех, кто не в курсе, техника пародии есть сочинение на основе многоголосного первоисточника, да, заимствование многоголосного музыкального текста. Само по себе использование техники пародии было весьма рискованным для столь устойчивого к традиции жанра магнификата. То есть впервые в истории жанра тон кантика, григорианский хорал, да, он исчез из тела, да, музыкального тела магнификата и уступил место духовным или даже светским сочинениям самого автора магнификата или его современников, или старших, допустим, каких-то коллег. После Ласса такие магнификаты писали в основном немецкие композиторы, скажем, представители его школы Бальдуин Гуайоль и также некоторые другие немецкие авторы рубежа 16-17 веков, например, Кристоф Демантиус и Михаил Преториус. Изредка магнификаты пародии встречаются и в итальянской традиции, но как-то они стали прерогативой все-таки немцев. Разговор конкретно об испанских магнификатах, разумеется, нужно начать с крупнейшего автора этой эпохи, написавшего, пожалуй, самые прославленные магнификаты, которые только возможны в эпоху Ренессанса. Наиболее, скажем так, популярные в хорошем смысле обработки песни Богородицы в XVI веке написал небезызвестный Моралес, Кристобаль де Моралес, снискавший славу как певчий папского хора в Риме с 1535 по 1545 годы и ставший вскоре придворным композитором, а также бывший капельмейстером в различных городах Испании. Он оказал огромное влияние на неимоверное количество композиторов своей страны и многих других, в частности, итальянских. Да, вообще его сфера влияния – это романские территории. Магнификаты Моралеса 1, 2, 4, 6 и 7 тонов переиздавались огромное количество раз, и они, пожалуй, были самыми часто выпускаемыми изданиями в Европе до 1600 года. Они постоянно упоминались в литературе, авторство которое принадлежит современникам Моралеса. Так, например, Лодовико Цаккони в 1592 году,
пишет: «Магнификаты Моралеса поются в сотни церквей». Или Адриано Банкьери, 1611 год, в своем знаменитом органном трактате. Среди многочисленных обработок песни Пресвятой Девы Марии с использованием григорианских формул 8 тонов наиболее признанными являются магнификаты Моралеса для 4 голосов, достойнейшие благодаря точности воспроизведения григорианского хорала и исполненные вечной памяти. Даже уже спустя 1,5 века знаменитый Джероламо Чинти, будучи капельмейстером собора Сан-Джованни ин Латерано, писал не менее известному Падре Мартини, что магнификаты Моралеса до сих пор, уже спустя 1,5 века, является лучшим, что было когда-либо написано для папского хора. Представляете, какой огромный резонанс имело его издание. По числу упоминаний и репринтов магнификатов Моралеса могут соперничать только сочинения Ласса, который, напомню, написал более 100 магнификатов. У Моралеса их гораздо меньше. В связи с магнификатами Моралеса возникает проблема издания. Есть данные о том, что магнификаты, естественно, были написаны для исполнения в папской капелле, и весь кантик, то есть вся магнификатная песня, и четные, и нечетные строки должны были пропеваться в полифонической манере, без участия григорианского хорала. Именно в такой версии, полной, они были изданы в Венеции в 1542 году и годом спустя в Виттенберге. Именно в таком же виде, полном, они встречаются в манускриптах более поздних, например, в манускрипте 1576 года. Но когда Моралес покинул Рим с тем, чтобы проявить себя скажем так, на своей исторической родине, он решился на весьма такой решительный шаг. Он опубликовал свои магнификаты в 2 сериях. Первая серия только с нечетными, и вторая серия только с четными версиями, то есть в альтернативной практике. Коммерчески для Моралеса это было более выгодно, потому что за пределами папской капеллы как раз-таки господствовала именно практика альтернатив, кроме Римского собора. Больше никто не имел такой чести и возможности исполнять полифоническую такую огромную композицию целиком. И поэтому, естественно, они имели огромный успех за пределами Рима. В таком измененном виде магнификаты кочевали из одной рукописи в другую, из одного издания в другое, вплоть до XVIII века. Известно, что в рукописях папской капеллы сохранились копии магнификатов Моралеса с голосами, которые дописал Палестрина.